Глава 1011. Огромный котел. Красный туман бушевал в просторном зале, и в нем стояла дюжина столпов пламени, вокруг каждого из которых был обернут алый дракон. Все они источали потоки красного тумана, полностью окутывая огромный котел в центре. Сам котел был высотой в 20 метров и не был украшен по-особому. Это была одна из самых больших печей, которые он когда-либо видел. Но что поразило Ханли, так это то, что красный туман опалил его красным, полностью стирая все следы его первоначального цвета. Даже на расстоянии 100 метров он мог чувствовать его вулканическое тепло. Как только он вошел в зал, у него пересохло во рту, а кожа чувствовала себя так, словно его атаковали горящие иглы. Если бы не защитный световой барьер, он бы очень сильно пострадал. Однако это привело Ханли в восторг. Его взгляд пронесся мимо ада, чтобы немедленно сосредоточиться на котле. Он был совершенно тихим и изредка издавал удары грома. Из своего опыта доработки инструмента он мог сказать, что он был в процессе доработки. Теперь он знал, что не вернется с пустыми руками. Глубоко вздохнув, Ханли быстро скользнул через потоки и легко направился к объекту. В 20 метрах он замедлился шаги и не спеша обошел его, чувствуя его удивительную огненную духовную силу. Независимо от того, что было внутри, было ясно, что оно претерпевало какие-то изменения, учитывая количество лет, которые оно провело в котле. Он был довольно любопытен, но не собирался безрассудно открывать его. Обойдя его дюжину раз, он начал задумчиво разглядывать другие части зала. Учитывая бесчисленное количество лет, когда столбы и котел были активны, ограничительная формация была активирована постоянно. Если он обнаружит механизм управления и уничтожил ее, пламя должно остановиться и позволить ему забрать сокровище. Поскольку целью ограничения был контроль над залом, его не должны были скрывать. Уделяя дополнительное внимание котлу, он поднял руку, выпустив полоску золотого света длиной в 3 метра в направлении неприметного угла зала. С оглушительным грохотом угол вспыхнул золотым светом, и столбы света замигали, а затем потоки света вовсе остановились. Когда свет погас, появилась 3-метровая дыра. Ее окружали несколько фрагментов нефритовой пластинки, а над ней лениво завис маленький золотой меч. Ханли улыбнулся и махнул рукой, приманив меч к себе. Без пополнения от колонн красный туман постепенно исчезал. Он не сразу заметил огромный котел и вместо этого сосредоточил свое внимание на земле. Синий свет вспыхнул в его глазах, и на его лице появилось удивление. Теперь, когда формации больше не было, он заметил, что масса красного цвета лежала на 100 метров внизу. Весь зал был построен над огромным бассейном земляного огня. Неудивительно, что котел смог столько продолжать обработку. Все еще используя свои глаза духовного прозрения, он перевел взгляд на котел и решил сначала посмотреть, что внутри. Но внезапно был ошеломлен произошедшим. Что бы там ни было, оно было еще более ярко-красного цвета, чем лужа земного огня внизу. Но прежде чем он смог четко определить, что это было, котел внезапно задрожал. Вслед за потрескиванием вокруг котла снова вспыхнул слой алого пламени. Ханли открыл рот от удивления. Немного подумав, он был приятно удивлен. Пройдя через неисчислимые годы доработки, он до такой степени впитал сущность земляного огня, превратив обычный магический инструмент в великое сокровище огненного элемента. Известно, что повторное воздействие элементной ци в течение длительного периода времени вызывало такой эффект, но это было случайным совпадением, и для него это просто удача. В прошлом несколько сект пытались использовать этот метод, чтобы создать высокоранговые сокровища, но этот процесс был слишком длительным. Этот метод не только занимал слишком много времени, но и требовал непрерывных усилий многих последующих поколений. Даже тогда шансы на успех все равно были бы патетически низкими. Даже в случае успеха прирост силы был незначительным по сравнению с затраченным временем и ресурсами. Ханли был уверен, что котел здесь не предназначался для этого. Скорее всего, котел находился в критической точке в процессе его доработки, и ответственные за него культиваторы не смогли его остановить. Не имея лучшего выбора, они просто активировали ограничительную формацию, чтобы позволить ему продолжать операции, и покинули гору. Вероятно, они надеялись, что смогут вернуться позже. Разумеется, этого не произошло. Взгляд Ханли блуждал, пока он размышлял над этим. В то же время духовный свет, защищающий его тело, ярко светился, чтобы лучше защитить себя от повышенных температур. Вскоре после этого он похлопал по сумке для хранения и вызвал в руку пачку синих флагов. Его фигура размылась, а флаги выстрелили по разным углам. Затем он появился перед котлом и осмотрел его несколько раз, а затем, пробормотав заклинание, создал вокруг него и котла барьер синего света. Внутри ледяного барьера палящий воздух сильно охлаждался. Кроме того, он выпустил дюжину своих ледяных шестикрылых многоножек.
Они проворно кружили вокруг и в конце концов сошлись над котлом, угрожающе перебирая лапками, накапливая свою силу. Хань Ли расслабился при виде этого и хлопнул руками, покрывая их слоем фиолетового пламени, чтобы дотянуться до котла. Над ним появилась большая фиолетовая рука и схватила крышку. Котел дрогнул, и адское пространство вокруг него несколько раз исказилось. В мгновение ока оно превратилось в птицу, которая выстрелила в фиолетовую руку. Как только они столкнулись, раздался гул, и алый свет переплелся с пурпурным. Птица на время заблокировала руку. При виде этого Хань Ли изменился в лице и отдал приказ насекомым. Многоножки, услышав его, они сразу же выплюнули поток белой ци, накрыв огненную птицу, котел и фиолетовую руку одновременно. Тем временем он поднял руку к кулаку, сделанному из его высшего фиолетового пламени, и ударил по нему заклинанием, заставив его увеличиться в 2 раза. С увеличением силы ледяной ци рука сокрушила птицу и двинулась дальше, чтобы схватить котел. Без хозяина птица не могла оказать дальнейшего сопротивления. Раздался мягкий удар, его крышка легко поднялась на 10 метров в воздух, и изнутри вспыхнул красный свет. Как только Хань Ли подумал проверить, он сразу же услышал неприятный визг, а затем малый свет вырвался изнутри. С огромной скоростью выстрелил в самый верх зала, насильственно пролетев через 2 многоножки, прежде чем они успели среагировать. Алый свет ударил синий световой барьер. Через мгновение он уже растопил отверстие в нем. Хань Ли встревожился и сразу же сделал ход, чтобы алый свет не вырвался наружу. Он щелкнул пальцами, выпустив дюжину лазурных мечей к алому свету. Это сработало. Каждый лазурный меч заставлял алый свет тускнеть, в конечном итоге заставляя его колебаться на грани поражения. Алый свет словно понимал, что его дела плохи, и метнулся в другое направление. Но вдруг позади него вспыхнул пурпурный свет, и большая рука схватила его с молниеносной скоростью. Затем она вернулась к Хань Ли с тем, что находилась в плену. Котел, казалось, тоже потерял способность сопротивляться. Мало того, что гром прекратился, но и пламя исчезло. С ледяной ци многоножек он превратился в глыбу кристаллического льда. Однако Хань Ли больше интересовался светом, который его пурпурная рука поймала. Он уставился на предмет перед ним и удивленно пробормотал: «Эссенция солнечного огня». Однако он также услышал приятный и знакомый голос в его голове. Это не великая эссенция солнечного огня, а его не менее известный аналог — великий истинный инский огонь. Один из 3 истинных духовных огней мира смертных. Глава 1012. Великий истинный инский огонь. Счастье заполнило сердце Хань Ли, и он спокойно спросил: «Серебряная луна, ты проснулась?» Серебряная луна медленно произнесла: «Я проснулась, как только мастер вошел в зал. Я едва пришла в себя после нескольких лет выздоровления. Боюсь, я не смогу помочь мастеру в ближайшее время. Твоему духовному чутью был нанесен какой-либо ущерб?» Хань Ли почувствовал, что что-то не так с ее тоном, и нахмурился. Серебряная луна с насмешкой ответила: «Нет. Просто я восстановила часть своих воспоминаний, пока спала, и чувствую себя немного странно». Хань Ли удивленно поднял брови. «Ты восстановила часть своих воспоминаний?» Серебряная луна глубоко вздохнула и грустным тоном произнесла: «Да, но такое ощущение, что воспоминания принадлежат кому-то другому». Немного помолчав, Хань Ли попытался ее утешить. «Хорошо, что тебе удалось вспомнить свое прошлое. Возможно, со временем ты вспомнишь все». «Возможно», — тихо пробормотала серебряная луна. «Ах, да, ты сказала, что это великий истинный инский огонь, да?» Хань Ли удивленно уставился на маленькую огненную птицу, что он поймал. Она выглядела живой и умной. Серебряная луна тщательно объяснила: «Нет сомнений, что это шар, пламя инской эссенции. Если я правильно помню, этот шар истинного пламени, очевидно, с самым низким уровнем эссенции, иначе простая ци меча не смогла бы с такой легкостью убить его. Но, к счастью, это не была великая эссенция солнечного огня. Это пламя немного слабее, чем высшее фиолетовое пламя, поскольку оно недавно ожило, но у него есть потенциал достичь крайнего холода. Будь это великая эссенция солнечного огня, даже шар самого низкого уровня эссенции смог бы сбежать. Когда великое истинное инское пламя окрепнет, оно будет обладать даже большей силой, чем ваше высшее фиолетовое пламя. Оно заслуживает своего звания одного из 3 истинных духовных огней в мире смертных». Что за 3 истинных духовных огня? Я никогда не слышал о них раньше. Хань Ли с сомнением уставился на огненную птицу. Все, что он мог видеть в пламени, это разум, без намека на его предполагаемую большую силу. Серебряная луна горько рассмеялся. Я видела 3 из них прежде, но не могу вспомнить детали. Кажется, мой разум все еще в смятении.
Яркий блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и он задумчиво сказал: «Раз эта мысль изначально существовала в твоем разуме, значит, это правда. Можно ли этот инский огонь объединить с моим высшим фиолетовым пламенем?» Серебряная луна предупредила: для великого истинного инского пламени было бы лучше, чтобы его слили с высшим фиолетовым пламенем. В конце концов, это более разумно, чем просто потушить его. Хотя это возможно, есть вероятность обратной реакции. Хань Ли кивнул: в твоих словах есть смысл. Однако перед этим мне нужно будет сначала усовершенствовать истинное пламя. Поскольку в нем есть зачатки интеллекта, усовершенствовать его будет сложнее. Серебряная луна улыбнулась. Кроме того, вам нужно, чтобы это пламя приняло немного великой эссенции солнечного огня, если будет такая возможность. После слияния инь и янь пламя обретет непостижимую силу. Вероятно, такая сила никогда прежде не существовала в мире смертных. Хань Ли нахмурился и беспомощно сказал: «Было бы удивительно, если бы я мог, но слышал от монарха расщепления души, что его не могут заполучить такие культиваторы, как мы». «Может, позже», — скептически предположила Серебряная луна, «но, поскольку у вас уже есть великий истинный инский огонь, вы сможете использовать его, чтобы захватить другое пламя, поскольку их природа взаимно противостоит друг другу». Хань Ли почувствовал, как его сердце дрогнуло, но он покачал головой и сказал: «Давай оставим этот разговор на потом. В конце концов, я даже не знаю, когда у меня появится возможность усовершенствовать великое истинное инское пламя». Серебряная луна хихикнула: «Мастер, а как насчет того, чтобы сначала поместить пламя под ограничение для сохранности? В противном случае оно просто сбежит от вас». «Конечно», — хмыкнул Хань Ли, и фиолетовая рука поднялась в воздух. Как только рука достигла его головы, он выпустил дугу молнии. В мгновение эко-пламя, окутанное пурпурным огнем, превратилось в шар блестящего золотого света. Серебряная луна усмехнулась при виде этого. Хань Ли использовал точно такой же метод, чтобы ограничить небесную ледяную жемчужину, но с его нынешним уровнем культивации он теперь стал намного более искусным. Вскоре он достал алую нефритовую коробку и положил пламя внутрь. Затем он перевел взгляд на теперь уже застывший котел. Хань Ли погладил себя по подбородку и подумал: очень странно, что инское пламя вырвалось из тлеющего котла. Неужели это изначально был ледяной предмет, а само пламя появилось в результате слияния инь-янь? Серебряная луна ничего не сказала, хотя тоже считала это довольно странным. Глаза Хань Ли блуждали, и он двинулся к котлу. Взмахнув рукавом, он выпустил молнию и завернул котел в золотую сеть. Затем, с раскатами грома и вспышками молний, сеть сжала и разрушила покрывающий его лед. Хань Ли спокойно осмотрел котел и медленно взлетел, оказавшись на высоте 3 метров над котлом. Хотя были ограничения, препятствующие полету, Хань Ли смог насильно обойти их на короткое время благодаря силе своего уровня культивации. Красный свет котла давно исчез, и можно было разглядеть его внутреннее пространство. При виде этого он изменился в лице и вытянул руку. В порыве ветра изнутри вырвался сияющий предмет, сделал круг в воздухе и упал к нему в руку. Это был какой-то кристалл размером с кулак. На ощупь он был таким же, как теплый нефрит, но гибким при нажатии. Хань Ли нахмурился и пробормотал: «Что это? Мастеру не нужно размышлять над тем, что это». Независимо от того, каким бы материалом он ни был, он превратился бы во что-то другое, учитывая тысячелетия, которые он потратил на закаливание. Однако великий истинный инский огонь наверняка связан с этим предметом, так что он не может быть обычным. «Совершенно верно», — улыбнулся Хань Ли. «Когда будет свободное время, я осмотрю его внимательнее». Вскоре из его руки вспыхнул свет, а предмет был помещен в его сумку для хранения. После этого он еще раз оценивающе посмотрел на котел и, убедившись, что внутри ничего нет, сделал жест и ударил по нему красной печатью заклинания. Котел тут же дрогнул и уменьшился в размере. В мгновение эка маленький котел появился на земле, выпустив серию ярких вспышек. Крышка котла взлетела сама по себе, а затем уменьшилась в размере и вернулась на свое место. Постепенно вспышки становились все ярче и громче, словно котел был счастлив. У Хань Ли загорелись глаза при виде того, что котел проявлял признаки интеллекта, и тут же взмахнул рукавом. Лазурный туман окутал котел. Затем он приблизил его к себе и, пристально осмотрев его, остался крайне воодушевленным. Затем он сделал жест заклинания и ударил по крышке вспышкой лазурного света. Маленький котел вспыхнул ярко-красным светом, крышка открылась, и на нем появилось бесчисленное количество огненных птиц размером с кулак. По мысленному приказу Хань Ли эти огненные птицы стали метаться по залу, петляя туда-сюда с большой ловкостью. Это была сущность земляного огня, которую котел собирал в течение бесчисленного количества лет. Каждая из этих птиц не уступала настоящей духовной птице огненного элемента.
При виде этого Хань Ли радостью схватил котел, обнаружив, что приобрел еще один метод, который можно было использовать в бою. В конце концов, веер трех огней потреблял слишком много магической силы, поэтому Хань Ли не смел использовать его слишком часто. Но как только он собрался уходить, он взглянул на дюжину алых столбов, и его сердце дрогнуло. Выпустив мечи, он срубил их все и убрал в свою сумку для хранения. Хотя эти столбы огненных драконов не были разумными, как котел, они могли выпускать бесчисленные потоки земляного огня. Удивительное количество огня, которое они собрали, должно превратить эти магические инструменты в нечто необычное. Он был убежден, что они окажутся ценными даже в качестве ингредиентов. Хань Ли в последний раз оглядел зал, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, и вышел с улыбкой, пробираясь сквозь остальные здания в этом районе. К сожалению, было ясно, что вся его удача закончилась в этом зале. Кроме нескольких обычных нефритовых инструментов, он не нашел ничего более интересного. Глава 1013. Конденсация инской души. Хань Ли не был удивлен отсутствием каких-либо дополнительных трофеев. Ему уже повезло, что он получил такую выгоду в столь отдаленном районе. Через полдня он закончил просматривать последнее здание и вернулся к каменной стене у входа. Затем он уставился на белый световой барьер со следами колебаний. Поскольку он закончил раньше, чем ожидалось, у него была возможность просмотреть другие места, но это было рискованно. Кто знал, вдруг другие тоже рано закончили и решили сделать то же самое. Ему нечего было бояться старого дьявола Цаня или даже старейшин секты священного яда, но было опасно встречаться с теми, кто вошел на гору раньше. Хань Ли думал, что они тут же нападут на него. Но если он останется здесь, чтобы печать стабилизировалась через несколько дней, он сможет вернуться почти беспрепятственно. Однако он не был полностью открыт для этой идеи. Внезапно он рассмеялся, наткнувшись на одну мысль. Неужели остальные придут в зал духовного металла? Он считал, что по прошествии столь длительного периода времени те, кто отправился в важное место на горе Куну, должны были встретить первую волну культиваторов и, вероятно, уже вступили в бой. В таком случае, не лучше ли воспользоваться хаосом, чтобы обыскать другие места? В конце концов, он смог найти что-то столь удивительное, как великий истинный инский огонь в пустяковом зале духовного металла. С его текущими способностями, даже если несколько культиваторов на поздней стадии зарождающейся души нападут на него, ему будет легко скрыться от них. Обдумав это, он без дальнейших колебаний вынул свой веер трех огней и легко распустил барьер, направившись вниз по лестнице. Эксцентрик с большой головой и высший демон в сопровождении старого культиватора на ранней стадии зарождающейся души были окружены 8 малиновыми призраками в большом зале, который светился слабым синим цветом. Все эти призраки были довольно свирепыми и выдыхали инскую ци. Они махали руками, выпуская черные полосы во все стороны. Кроме того, их окутывал серый туман инской ци. Но независимо от того, насколько сильна была инская ци и насколько резкими были их когти, они не смогли пробить защитные световые барьеры культиваторов. Все трое использовали свои собственные сокровища для атаки, но, несмотря на их усилия, это было малоэффективно. Призраки сразу же восстанавливались после любой атаки, а собственные атаки призраков не становились слабее, словно они были бессмертными. В этот момент старик хлопнул в ладоши и поднял их в воздух, выпустив ряд алых огненных шаров в направлении призраков. Но призраки сразу же собрались вместе и набросились на световой барьер. Старик тревожно вскрикнул: «Седьмой дядя, старейшина Хань, так не может продолжаться вечно». Они питали свою инскую ци бесчисленное количество времени. Ясно, что они уже достигли стадии конденсации инской души. Обычные методы не смогут причинить им вред. Только великие янские сокровища могут быть эффективны. Эксцентрик раздраженно фыркнул: «Стадии конденсации инской души? Нет, они просто двойники призрачного монарха. Если мы не убьем их всех сразу, они сразу же восстановятся. У меня нет способности сделать это. Мы можем только попытаться найти его истинное тело». «Все они двойники?» — удивленно спросил старик. «Так и есть. Если бы они были на стадии конденсации инской души, мы бы уже исчерпали их силу. Похоже, что призрачный монарх планирует измотать нас, а затем прикончить», — спокойно сказал высший демон. Затем он указал на маленький черный меч и пронзил им призрака. Старик уставился на окружающую серую ци и поморщился. «Значит так. Жаль, что 15-й брат потерял свое тело из-за черной теневой змеи на первом этаже здесь. Его великие инские способности были бы очень полезны в борьбе с этими призраками». Эксцентрик вздохнул. Это было неизбежно. Кто бы мог подумать, что здесь может быть черная теневая змея? Даже мне бы пришел конец, если бы она напала на меня, не говоря уже о младшем 15-м.
Яд змеи был настолько жестким, что ничто из того, что у нас при себе, не могло остановить разрушение его тела. Не хочу жаловаться, но эта пагода подавления демона довольно странная. Мало того, что она построена с ног на голову, в нее слишком много мощных призраков. Мы потратили столько времени, а всего лишь поднялись на 7-й этаж. Старейшина Хань, кажется, здесь 9 этажей, нерешительно сказал старик, а затем добавил: какие еще демоны могут скрываться внизу? Можем ли мы продолжить? Эксцентрик фыркнул и раздраженно сказал: каких опасностей ты боишься? Чем больше угроза, тем больше шансов найти божественные духовные сокровища. В конце концов, единственное, что могло удержать демонов, которых боялись древние культиваторы, это божественные духовные сокровища. Может быть, тебе все равно, если несколько сотен лет амбиций клана закончатся неудачей. Услышав это, старик попытался оправдаться. Критика 7-го дяди верна. Я был трусливым. В этот момент высший демон внезапно сказал: я нашел призрачного монарха. Где он? Старик тут же пришел в себя. Он собирался ответить, но внезапно вскрикнул от удивления. Вскоре после этого раздался глухой взрыв. У входа в зал вспыхнул свет, открыв 4 фигуры. Старейшины секты священного яда также вскрикнули, увидев танцующих призраков в Инской Ци вместе с 3 культиваторами, которых они поймали. Хуа Тиньци, культиватор с зелеными отметинами на лице, сказал: Е Юишень, ты жив. Значит, это клан Е сломал печать? Увидев 7-го дядю клана Е, он изменился в лице. Увидев 3 старейшин секты священного яда, клан Е вдруг изменились в лицах. Они все еще были заняты призраками. На лице эксцентрика ненадолго появилось мрачное выражение, и он небрежно сказал: «Значит, это ты, господин Даосист Хуа». Не ожидал, что секта священного яда так быстро начнет действовать. Почему вы пришли в пагоду подавления демона, а не в другие районы? Хуа Тиньци усмехнулся и сказал: «Мы хотим спросить вас о том же. Тебя не было видно уже несколько сотен лет. Кажется, ты симулировал свою смерть, а на самом деле вошел в позднюю стадию зарождающейся души. Если праведная и дьявольская Дао узнают об этом, боюсь, что они на этом не остановятся». Хуа Тиньци услышал тревожную передачу голоса от старейшины своей секты, старший военный брат Хуа. Неужели эти люди тоже знают о сокровище? Согласно наследию основателя секты священного яда, в пагоде подавления демона хранится великое сокровище. Однако детали были расплывчаты. Несмотря на это, старейшины решили попытать удачу. Они пробежали первые несколько этажей и уже обнаружили присутствие других, к их большому удивлению. Они не верили, что первая группа культиваторов такое значение этому зловещему месту. Но они верили, что их больше, и поэтому они смогут обогнать их. Однако они не ожидали, что в рядах первой группы окажется культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Если бы не тот факт, что они оказались в ловушке призраков, Хуа Тиньци без сомнения сбежал бы. Группа из 3 человек с культиватором на поздней стадии зарождающейся душой не была чем-то, с чем его 4 могла справиться. С угрюмым выражением лица Хуа Тиньци отправил голосовую передачу в ответ: «Не уверен. Возможно, у них информации не больше нашего». Похоже, господин Даосист Хуа не планирует уходить. Когда эксцентрик сказал это, в его глазах появился зловещий блеск. Вскоре он открыл рот, создав серебряную полосу, которая вскоре исчезла. В этот следующий момент из угла зала вырвалось пламя яркого света, за которым последовал рев. Там появилась размытая серая фигура. Она выплюнула изо рта серую жемчужину размером с большой палец, чтобы заблокировать серебряную вилку, которая его подавляла. Вновь прибывшие культиваторы опешили от появления серого призрачного монарха. Затем высший демон махнул рукавом, и в его руке появилось черное зеркало. Он быстро нацелил его на призрачного монарха. Из него вырвался черный свет, и насильственное движение охватило все призрачные копии вокруг них. Каждая из них издал вопль, когда ее разорвала в клочья буря клинков. Поскольку истинное тело призрачного монарха было подавлено серебряными вилами, призраки не могли себя восстановить. Однако они соединились к окружающей Инской Ци, которые поймали культиваторов в ловушку. Даже острая сила зеркала высшего демона не могла коснуться его. Хуа Тиньци, наконец, поморщился от увиденного. Глава 1014. Стена элементного святилища. Хуа Тиньци быстро взглянул на старейшин клана Е, пойманных в ловушку Инской Ци, а затем повернулся к выходу из другого конца зала и закричал решительным тоном: «Вперед!». Щелкнув рукой, он выпустил маленький зеленый флаг. Флаг тут же вспыхнул ярким зеленым светом и подхватил 4, а затем направил их в другую сторону зала.
«Да как ты смеешь!» — яростно закричал эксцентрик с большой головой при виде этого и сразу же выпустил бесчисленное количество желтых мечей из своего тела, разрывая окружающие их инскую ци, пытаясь вырваться на свободу. После того, как группе эксцентрика удалось убежать, выход внезапно засветился белым светом, раскрывая плотную стену сверкающего хрусталя. Не задумываясь, он поднял руку и выстрелил в стену мечом длиной 10 метров. В результате стена вспыхнула радужным светом и поглотила свет. При виде этого эксцентрик яростно закричал: «Стена элементного святилища!». Старик удивленно сказал: «Действительно. Разве это не выдающееся сокровище секты буддийского святилища? Как оно могло попасть в их руки? Ах да, говорят, они как-то связаны между собой. В конце концов, они оба великие державы в регионе. Это довольно известное сокровище», — нахмурился высший демон. Эксцентрик уставился на стену, побледнев, как хлопотно. Судя по тому, как безрассудно они действовали, кажется, что внизу и правда есть божественное духовное сокровище. Высший демон холодно рассмеялся: «Брат Е, тебе не нужно так беспокоиться. Хорошо, что они спустились первыми. Сокровище может и не быть на следующем этаже, зато монстры, которые там заключены, наверняка будут еще более опасными. Спешка их погубит. Давай сначала покончим с призрачным монархом, а потом разберемся со стеной». Подумав, эксцентрик расслабился и улыбнулся. Слова брата Ханя разумны. Я был слишком обеспокоен сокровищем. Сказав это, в его глазах вспыхнул холодный блеск, и он перевел свой взгляд на призрачного монарха, подавленного серебряными вилами. На другой стороне хрустальной стены Хуатиньцы глубоко вздохнул. Один из его собратьев-старейшин проворчал: «Старший боевой брат Хуа, это было слишком опасно. Хотя стена элементного святилища на некоторое время остановит их, я боюсь, что мы серьезно оскорбили их. Как мы будем с ними бороться в будущем?» Хуатиньцы взглянул на своего страшного младшего боевого брата и угрюмо сказал: «Ты все еще думаешь, что мы можем мирно сосуществовать с кланом Е? Ты в прошлом симулировал свою смерть в прошлом, чтобы избежать казни от 10 великих сект. Не говоря уже о том, чтобы обидеть их, теперь, когда мы столкнулись с ними, они не оставят нас в покое. И поскольку это сокровище было навязчивой идеей основателя нашей секты, оно не может ничем иным, кроме как легендарным божественным духовным сокровищем. Чего бояться такой небольшой опасности?» Другой старейшина секты со страхом спросил: «Если это действительно что-то будоражащее небеса, нам придется рискнуть. Однако Е Юишень и другие будут охранять снаружи. Даже если нам удастся его приобрести, как мы уйдем?» Хуатиньцы хмыкнул: «Думаешь, я стал бы рисковать без плана? Прежде чем мы отправились сюда, я взял жемчужину ядовитого дракона. Я проглочу жемчужину и смогу в течение небольшого промежутка времени сражаться с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Проблем с уходом возникнуть не должно». Значит, старший боевой брат подготовился заранее. В этом случае нам не о чем беспокоиться. Остальные трое расслабились. Жаль, что младшего военного брата Юаня здесь нет. Тогда нам не нужно было бы использовать жемчужину, чтобы сражаться с ними. Внезапно вспомнив своего младшего боевого брата, на его лице появился след печали. Ближайший старейшина улыбнулся и сказал: «Это так, но старший боевой брат Хуа уже отправил ему сообщение. Возможно, он уже в пути, пока мы говорим. В этом случае нам будет намного проще уйти». «Надеюсь, что так и есть», затем с серьезным выражением на лице Хуатиньцы торжественно сказал: «Будьте осторожны». Учитывая, насколько опасными были призраки на 7-м этаже, на 8-м и 9-м они будут еще ужаснее. Однако, пагода подавления демона заслуживает своего названия. Если бы клан Е не расчистил нам дорогу, нам бы пришлось потратить много сил. Остальные трое кивнули в знак согласия. После этого они пошли дальше. Судя по тому, что они видели ранее, они должны спуститься на следующий этаж, пройдя 100 метров. Но на этот раз они прошли всего 30 метров, и их окружение засветилось, оказавшись лицом к маленькой каменной комнате. Стены были совершенно голыми, а на земле было 2 транспортных формации, черная и белая. Это Хуатиньцы нахмурился. Остальные тревожно переглянулись между собой. Они вошли внутрь. Хуатиньцы сложил руки за спину и бросил беглый взгляд. Он повернул голову к старику с густыми бровями и сказал: «Младший боевой брат Мяа, ты искусен в древних формациях. Взгляни на них и скажи нам, являются ли они телепортацией на короткие расстояния». «Понял», — ответил старик. Затем он подошел к одной из них и начал осматривать. Остальные с любопытством последовали за ними. Минутой позже старик подтвердил: это действительно телепортация ближнего действия, длина которой не превышает 50 километров. В глазах Хуатяньки вспыхнул холодный блеск.
Тогда она должна привести нас на 8-й этаж, хотя весьма необычно использовать телепортацию для одного этажа. Эти формации работают в обоих направлениях. Старик погладил себя по подбородку и сказал: «Конечно. Обычные ближние формации являются двунаправленными. Но эти две странные. Может быть, 8-й этаж разделен на две части? Возможно, но мы должны проверить их, чтобы быть уверенным. Давай сначала попробуем белую». Черная вызывает у меня страх. Хуатиньцы без колебаний подошел к белой формации. Остальные трое тоже со страхом взглянули на черную формацию и быстро приблизились к белой хотя бы для того, чтобы отойти от другой подальше. После того, как Хуатиньцы ударил по ней заклинанием, вспыхнул белый свет, и они исчезли. Мгновение спустя они почувствовали головокружение и оказались в земле, напоминающей рай. Там было голубое небо с белыми облаками и всевозможными духовными растениями. С каждым вздохом они ощущали волну ошеломляющей духовной ци. Но что было особенно привлекательно, так это маленький дворец, украшенный золотом и нефритом. Он был расположен в центре гигантской формации заклинаний. Вокруг него были алтари, каждый из которых был окружен гигантской каменной статуей с огромным золотым клинком. Эти статуи были грубыми и стояли лицом к дворцу, несли в себе неописуемо дикую ауру. Эта сцена была настолько удивительной, что Хуатиньцы потерял дар речи. Хань Ли в настоящее время стоял на Белой Нефритовой площади, лицом к лицу с группой культиваторов, которые злобно смотрели на него. Возможно, пребывание в зале духовного металла было правильным выбором, подумал он, или если бы он задержался на мгновение, его не ждал бы такой теплый прием. Как только он вернулся и подумал пойти по другой лестнице, из деревьев на стороне площади появилась группа людей. Вместо того, чтобы подняться по лестнице, они скрылись рядом. Поскольку в этом районе было ограничено духовное чутье, он не смог их обнаружить и попал в ловушку. Великолепная женщина в белом халате холодно смотрела на Хань Ли. Стиснув зубы, она сказала: «Господин даосист Хань, не ожидала увидеть тебя здесь. Тебя было трудно найти». Человек рядом с ней тоже выглядел знакомо. Трое других людей были Ге Тиньхао и два старика в черном. Они окружили его полукругом и преградили путь вниз по горе, опасаясь, что он сбежит. Хань Ли вздохнул. Он вспомнил инструмент обнаружения, который он специально создал, чтобы избежать ее, но теперь, когда прошло несколько лет, он потерял свою эффективность. Все было бы по-другому, если бы они пересеклись 2 года назад. Я также не ожидал найти здесь святую. Это действительно удачная встреча. Со спокойным выражением лица он приветствовал святую бесконечного неба, Лин Иньпин, и повернул голову к юноше в белом халате. «А ты, должно быть, великий бессмертный, для меня большая честь». По мнению Хань Ли, этот человек был самой большой угрозой среди них, культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Хотя он был окружен, большая часть его внимания была сосредоточена на нем. Великий бессмертный Сюй бесстрастно взглянул на Хань Ли и сказал спокойным тоном: «Я действительно один из 4 великих бессмертных парящего племени. Я видел тебя только издалека, и очень жаль, что мы не смогли сразиться раньше. Может, сделаем это сейчас?» Глава 1015. Внушающий страх веер. Раз так, то для меня будет честью сразиться с братом Сюем. Но разве прямо сейчас подходящее время? Хань Ли посмотрел на Гэ Тиньхао и остальных и покачал головой с загадочной улыбкой. Великий бессмертный Сюй, юноша в белом халате, сохранял спокойствие и холодно сказал: «Судя по тону брата Хана, ты выглядишь довольно уверенно. Я слышал, что ты убил старейшину секты рассеивающейся инь, который был на пике средней стадии зарождающейся души». Услышав это, старейшины секты рассеивающейся инь изменились в лице. Хань Ли сжал губы. А что еще можно сказать? Я убил старейшину секты рассеивающейся инь в небесном южном регионе. Неужели господин даосист Сюй планирует действовать от имени их секты? Немного посмотрев на него, бессмертный Сюй сказал: «Очевидно, у тебя очень необычные способности, раз ты был способен убить кого-то на пике твоего уровня культивации. Если бы не злобные обиды между нами, я бы хотел подружиться с тобой. Я слышал, что ты использовали странный котел, чтобы захватить воплощение нашего священного зверя и наш котел. Если ты отдашь мне свой котел, разногласия между тобой и нашим храмом будут улажены. Конечно, если ты также согласишься вернуть флаг рассеивания призраков, я готов разрешить и любые недовольства. Что скажешь? Что ты делаешь, брат Сюй?» Лин Иньпин собиралась сказать что-то еще, но юноша в белом махнул рукой и прервал ее: «Святая, не вмешивайся в это». «Я так решил». Гэ Тиньхао и старейшины его секты тревожно переглянулись между собой, но промолчали.
Услышав, как они упомянули о небесном котле, Хань Ли отказался, не задумываясь, даже и не подумаю о том, чтобы отдавать тебе свой котел. Нападай. Раз господин Хань отверг мою доброту, не вини меня за беспощадность. Великий бессмертный Сюй изменился в лице и угрюмо уставился на Хань Ли, а затем взмахнул рукавом, выпустив зеленый нефритовый скипетр. Скипетр ярко светился зеленым светом, и бессмертный Сюй решительно уставился на него. В ответ Хань Ли сделал жест рукой, позади него послышался гром, а затем появилась пара серебряных крыльев. В следующее мгновение по взмаху руки появился сверкающий трехцветный веер. Столкнувшись с таким количеством противников, Хань Ли не смог сдержаться и с самого начала должен был использовать свое самое грозное сокровище. Великий бессмертный Сюй сразу заметил, что веер был необычным. От страшного духовного давления веера он изменился в лице. Гэ Тиньхао также увидел, что веер был чем-то грандиозным, и поспешно сказал: «Господин Даосист Сюй, давайте нападем одновременно и схватим его». После этого он, не дожидаясь ответа от великого бессмертного Сюя, помахал двум своим старейшинам секты, и все трое приготовились атаковать, выпустив свои собственные сокровища, два летающих меча странной формы и костяную саблю, мерцающую ярким пламенем. Лин Иньпин изменилась в лице, взмахнула рукавом и вызвала ткань с вышитым серебряным поясом из шелка к себе в руку. Великий бессмертный Сюй нахмурился при виде этого и молча уставился на веер трех огней Хань Ли. В мгновение Ак-5 были подготовлены для совместной атаки. Однако Хань Ли не собирался забирать свои слова назад. В раскатах грома и вспышке молнии он исчез и снова появился на лестнице в 30 метрах от своего первоначального местоположения. При виде этого старейшины секты рассеивающейся инь сразу же выпустили две синие и зеленую полоски света, за которыми последовала масса серебряных нитей, выпущенных Лин Иньпин. Однако великий бессмертный Сюй опередил их, мгновенно переместившись вперед на 30 метров, ничуть не медленнее, чем молниеносное движение Хань Ли. Нефритовый скипетр в его руке стал размылся и выпустил неизвестного зверя с головой лошади и телом змеи во вспышке зеленого цвета. Хань Ли вздохнул и тут же изменился в лице, взмахнув веером. Послышался царственный, и из веера, во вспышке золотого, серебряного и красного цвета появился феникс. Он развернул крылья и яростно бросился вперед. Раздался мощный взрыв. На площади появился яркий ореол трехцветных талисманных символов, наполнив ее мягким светом и колоссально удушающим давлением. Великий бессмертный Сюй пробормотал, увидев это, нехорошо, а затем взмахнул скипетром перед собой. Странное существо тут же выстрелило и обвелось вокруг него, создавая зеленый барьер. Два летающих меча и сабля были слишком медленными и втянулись в ореол. Плотный поток серебряных нитей Линь Иньпин из ее вышитой ткани растворился, соприкоснувшись с ореолом. Однако ореол на этом не остановился, отступив на мгновение, а затем с силой расширился, разбив почти половину площади в своем блестящем сиянии, а затем и белый нефритовый камень. Такую силу и ауру можно было описать только как сила, способная разрушить мир. Хань Ли проигнорировал это, поскольку он совершенно не собирался тут оставаться. Взмахнув крыльями, он выстрелил вверх по лестнице, оставляя позади себя несколько вспышек серебряной молнии. По пути он вынул маленькую бутылочку и налил в рот каплю тысячелетнего духовного молока. Хотя мощь веера трех огней была поразительной, он не верил, что один удар может уничтожить их всех. Он рассчитывал, что это застанет их врасплох и ранит их. Поскольку он был в меньшинстве, он планировал выиграть время, чтобы сбежать. Как только это произошло, ближайшая лестница к Хань Ли была той, что вела в зал Куню. Хотя Хань Ли был обеспокоен этим, у него не было другого выбора. Высший демон был впереди него, но пока он пользовался поддержкой ограничений и особенностей горы, он должен быть в состоянии избавиться от преследователей. Затем он быстро направился к вершине лестницы. Огромный трехцветный ореол просуществовал лишь мгновение, а затем исчез. Всю группу отбросило к краям площади, и они были поражены взрывом. Гэ Тиньхао, в частности, выглядел жалко. Хотя сабля не была его связанным магическим сокровищем, он приложил немало усилий, чтобы улучшить ее и был связан с нею своим духовным чутьем. Поэтому его душа была ранена, когда сабля была надломана, несмотря на то, что ей удалось в основном избежать влияния ореола. Но даже в этом случае эта сила все еще охватила его и немедленно рассеяла его защитный барьер, опалив черную руку. Его братьям-старейшинам повезло больше. Они быстро разорвали свою мысленную связь со своими летающими мечами, увидев, что все пошло не так. Таким образом, они были полностью защищены от нападения, кроме обгоревших волос и одежды. Линь Иньпин стояла дальше всего, и ее расшитая одежда не сильно пострадала, кроме потери духовной ци. Кроме того, перед ней появился большой черный щит, полностью защитивший ее.
Великий бессмертный Сюй был ближе всех, но барьер из зеленого скипетра полностью защитил его, оставив его целым и невредимым. Однако на лице у него было мрачное выражение лица, и он с силой сжимал скипетр. Сокровище треснуло и, звякнув, распалось на сверкающие осколки. Скипетр был полностью разрушен трехцветным ореолом еще до того, как он смог проявить свою истинную силу. Что это был за веер? Неужели это божественное духовное сокровище? Тревожно сказал Гэ Тиньхао, доставая мазь для своей раненой руки. Двое старейшин секты, рассеивающиеся им, побледнели, услышав это. Великий бессмертный Сюй с туманным выражением уставился на дальнюю лестницу и фыркнул: «Боюсь, вас бы не было в живых, будь это так. Должно быть, это копия». Имея при себе такое сокровище, неудивительно, что он был так спокоен, глядя на нас. Гэ Тиньхао удивленно сказал: «Это была сила копии». Великий бессмертный Сюй спросил: «А что странного?» Этого следовало ожидать. Старик в черном сказал с колеблющимися глазами: «С таким могущественным сокровищем он доставит гораздо больше хлопот, чем мы ожидали. Должны ли мы продолжать наше преследование?» Было ясно, что сила веера потрясла его. Великий бессмертный Сюй спокойно ответил: «Господа, расслабьтесь. Учитывая, насколько это мощный веер, он должен потреблять значительное количество магической силы. Вот почему он сбежал. Если мы будем преследовать его, пока его магическая сила не восстановится, он не сможет использовать ее снова. Это отличная возможность убить его». Затем он похлопал по сумке для хранения, выпустив духовного павлина в свете радуги. Он глубоко вдохнул и холодно заорал: «Мы отправляемся на гору. Если он сбежит, беде не будет конца». Затем он поднялся вверх вместе с радужным павлином и полетел за ним.